Друзья, Лысая Ставка — канал с бесплатными прогнозами на спорт. Его ведет мой хороший знакомый, и у него действительно качественные прогнозы. Так что если хотите подзаработать на прогнозах, вам к нему. Ссылка будет в описании. Джамал Мусиала собирается покинуть Баварию. Подробности скандального матча мадридского Реала и Валенсии. Фоден прибил МЮ. Тухель на грани увольнения. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы попросить вас подписаться на канал, поставить лайк и оставить комментарий. Это очень поможет в продвижении ролика. Также рекомендую тебе подписаться на мой телеграм-канал, чтобы не пропускать наисвежайшие новости. Помимо этого, там тебя ждут футбольные приколы, трансляции топовых матчей и многое другое. Поэтому не стесняйся и переходи на канал по ссылке в описании. Наполи в случае продажи своего нападающего Виктора Осимхена хочет получить за него около 130 миллионов евро. Об этом сообщает журналист Низар Кинсела у себя в Твиттере. Отмечается, что итальянский клуб не намерен снижать указанную сумму и не будет вести переговоры, даже если будет предложена цена на 1 миллион евро меньше. Ранее появлялась информация о том, что над подписанием форварда уже работают представители Челси и ПСЖ. А как вы думаете, где окажется Осимхен этим летом? Совладелец Манчестер Юнайтед Джим Рэдклифф до принятия решения об инвестициях в английский клуб хотел приобрести долю в испанской Барселоне. Об этом сообщает Sport.es. Отмечается, что Рэдклифф пытался купить 50% долю участия в Барсе. У Рэдклиффа состоялся разговор с каталонским клубом и установились хорошие отношения с его президентом Жуаном Лапортой. Рэдклифф хотел вложить 2 или 3 миллиарда, чтобы отремонтировать Камп Ноу, а также выступал против продажи телевизионных прав клуба, направленной на то, чтобы облегчить его финансовые проблемы, однако сделка не состоялась. Представители Ливерпуля посетили Лиссабон, просматривая главного тренера Спортинга Рубена Амарима. Фаворитом Ливерпуля на роль преемника для Юргена Клоппа, покидающего тренерский мостик в конце сезона, остается Хаби Алонсо. Однако красные держат в уме ряд запасных вариантов. Одним из таких вариантов как раз и является Амарим. И в данный момент Ливерпуль усиленно трудится над составлением досье на 39-летнего португальца. По информации Daily Mirror, представители Ливерпуля специально приехали в Лиссабон в минувший четверг, чтобы засвидетельствовать победу Спортинга над Бенфикой со счетом 2-1 в Кубке Португальской лиги. Контракт Амарима, который прошлым летом проходил собеседование в Челси, предусматривает отступные 8,5 миллионов фунтов. Пишите под этим роликом, какой специалист, по вашему мнению, больше подходит Ливерпулю. Матч 27-го тура испанской Ла Лиги между Валенсией и мадридским Реалом завершился судейским скандалом. Компенсированное ко второму тайму время на 99-й минуте полузащитник Реала Джуд Беллингем забил гол, но главный судья Хесус Хильмансана не засчитал его, дав свисток о завершении матча за несколько секунд до этого, во время подачи в штрафную Валенсии. После этого футболисты Реала бросились спорить с арбитром. За споры Мансана показал красную карточку автору гола. Сообщалось, что Джуд нецензурно раскритиковал главного судью матча. Однако позже журналист издания Коуп Аранчо Родригес у себя в Твиттере опубликовал фото судейского протокола скандального матча. Согласно ему, Джуд не оскорблял арбитра. В описательной части документа эпизод с удалением Беллингема арбитр описывает следующим образом. На 99-й минуте игрок под номером 5 Джуд Беллингем был удален с поля по следующей причине. После окончания игры, все еще находясь на поле, он подбежал ко мне в агрессивной манере и кричал, повторяя несколько раз: «Это чертов гол». Бывший испанский арбитр Эдуардо Итуральде Гонсалес высказался об этом моменте. Ужасная работа в исполнении топ-судьи. Он добавляет 7 минут и говорит Карвахалю, что из-за просмотра ВАР добавит еще одну. Угловой назначается, когда на часах 98 минут и 13 секунд. И в этот момент начинается цепочка непонятных решений. Если ты добавил минуту, то не должен позволять разыграть угловой. Если уж позволил, то должен дать либо вынести мяч, либо пробить по воротам. Вратарь Валенсии выбивает мяч, и тот выходит за пределы штрафной. В этот момент следует остановить игру. Но судья этого не делает. И мяч получает Диас, который делает навес. В этот момент рефери дает 3 свистка.
и с третьим сигналом Беллингем забивает. Я понимаю, чем могут быть недовольны игроки Реала и игроки Валенсии. Это один из худших эпизодов в футболе, цитирует бывшего арбитра КД Насер. Также журналист Ока рассказал, что у игроков Реала произошел конфликт с сотрудниками Валенсии. В зоне для флеш-интервью сразу после финального свистка появилась группа сцепившихся людей. Винисиус и Рюдигер сцепились с сотрудниками Валенсии и еще какими-то людьми. Потом выяснилось, что Винисиус сцепился с охранником. Винисиус кричал, его кое-как оттащили, он продолжал кричать, в том числе охраннику. Ему говорили, это всего лишь охранник, он тут ни при чем. Бразилец не останавливался, пока его не отправили в раздевалку. Туда же ушел разъяренный Рюдигер. Но через несколько секунд появился Беллингем, выдающий ругательство на родном английском, в 3 этажа. После в подтрибунку влетел Чуамени, влетел с ногой в позе карате. Его нога нашла стенд, который используется для записи флеш-интервью. Стенд разбит, нога Чуамени там застряла. Надеюсь, он не получил травму. Конечно же, ни один игрок Мадрида не вышел, чтобы дать послематчевое интервью, сказал Павел Грюнберг. Как сообщает Мадрид Экстра, после матча один из членов тренерского штаба Валенсии повздорил с Винисиусом и указал на туннель, чтобы там выяснить отношения. В конфликт вмешался Рюдигер и сказал «до встречи в туннеле». По данным Радио Марка, стенд повредил не Чуамени, а Рюдигер, а Чуамени разбил камеру. Главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти прокомментировал матч следующим образом. Что я могу сказать? Особо нечего сказать. Произошло нечто беспрецедентное. После подбора мы владели мячом. И я думаю, что это должно было закончиться, когда Валенсия владела мячом. Приводит слова Анчелотти Мадрид Юниверсал у себя в соцсетях. А по информации Mundo Deportivo, Винисиус может быть отстранен от футбола как минимум на 4 матча за критику судейства. По информации источника, бразильский футболист может понести наказание в том случае, если соответствующая жалоба поступит в Королевскую Испанскую футбольную федерацию. После этого будет назначен специальный эксперт, который оценит, есть ли основания для дисквалификации Винисиуса. При условии, что данный эксперт подтвердит вину игрока, то согласно статье 106 Дисциплинарного кодекса, касающейся заявлений в отношении судейского корпуса, ему будет грозить дисквалификация как минимум на 4 матча, максимум на 12, а также штраф в размере от 601 евро до 3000. После игры Винисиус заявил, что Реал не победил не потому, что не смог, а потому, что ему не позволили это сделать. Подобное наказание в теории может ждать и полузащитника сливочных Орельена Чуамени, который после указанного матча написал в своей соцсети фразу «Это позор». Что касается удаления Джуда Беллингема, Реал собирается подать апелляцию. Ожидается, что решение по апелляции будет принято не позже четверга, поскольку в следующее воскресенье мадридцы проведут матч 28-го тура Ла Лиги против Сельты. Самому Джуду грозит дисквалификация на 2 или 3 матча. А в техническом комитете судей с непониманием отнеслись к решению судьи в матче Реала и Валенсии. До эпизода с отмененным голом Реала комитет оценивал судейство Мансана в этом матче как выдающееся, пишет Марка. Комитет считает, что в моменте на 99-й минуте арбитр допустил целый ряд ошибок. Не дал свисток при первой возможности это сделать, позволил продолжить игру, вновь не дал свисток и дал свисток уже после навеса. Немного позже КД Насер сообщили, что арбитр этой встречи будет отстранен от судейства на некоторое время. Но также есть еще один момент, который омрачил игру. Защитник Валенсии Мухтар Диакаби получил тяжелую травму. На 87-й минуте Орельен Чуамени в борьбе за подбор мяча с Диего Лопесом упал на колено Мухтара, в результате чего нога защитника Валенсии изогнулась под неестественным углом. 27-летнего футболиста унесли с поля на носилках. Как сообщает журналист Релево Начо Санчес, после матча игрока увезли со стадиона на машине скорой помощи. В заявлении на официальном сайте Валенсии говорится, что игрок получил вывих правого колена после вчерашнего матча. После оказания первой помощи защитник был отправлен в больницу для дальнейшего медобследования. А издание Марка сообщает, что игрок, вероятно, пропустит около года. Оставляйте в комментариях свои мысли по поводу этого резонансного матча. Представители Хвичи Кварацхелии находятся в стадии переговорного процесса с руководством неаполитанского клуба о продлении контракта до 2029 года. Об этом сообщает журналист Николас Кира.
По его информации, новое трудовое соглашение Кварацхелии будет предусматривать существенное повышение заработной платы. Ранее СМИ сообщали, что 23-летним футболистом интересуется Пари Сен-Жермен. Челси набирает тренеров, отвечающих за стандарты. По данным The Telegraph, Челси намерен расширить свой тренерский штаб за счет создания отдела по работе над стандартными положениями. В прошлом месяце Маурисио жаловался на отсутствие качественных исполнителей стандартов, считая, что нынешнего тренерского штаба достаточно. Мы много работаем над стандартами. Мы — тренерский штаб, отвечающий за все. У нас есть группа аналитиков для работы над стандартными положениями, но все зависит от качества игрока, дело в исполнителях. У нас нет специалиста, может быть Чилвелл хорошо подает, но все-таки у нас нет нужного исполнителя, заявлял Почеттино. Тем не менее, Челси уже провел просмотр кандидатов на работу в новом отделе, который будет работать с первой командой и не только. Есть вероятность, что клуб подпишет несколько тренеров по стандартным положениям. Источники в клубе утверждают, что Почеттино был вовлечен в этот процесс, несмотря на первоначальный скептицизм. Однако пока не ясно, насколько тесно новые специалисты будут работать с тренерским штабом аргентинца. Джамал Мусиала отказался от нового контракта с Баварией и собирается перебраться в премьер-лигу грядущим летом. По информации Daily Star, скауты Манчестер Сити и Ливерпуля посетили матч Баварии против Байера в прошлом месяце, в очередной раз просматривая Мусиалу. На тот момент у Джамала все еще было на руках предложение Баварии о новом контракте с зарплатой в 150 тысяч фунтов в неделю. С тех пор Мусиала уведомил Баварию, что не будет подписывать новый контракт. Джамал настроен на отъезд из Мюнхена грядущим летом и видит свое будущее в АПЛ. 21-летний игрок уже знаком с английским футболом. Проведя 9 лет в академиях Саутгемптона и Челси, Джамал даже успел поиграть за юношеские и молодежную сборные Англии, прежде чем связал свою международную карьеру со сборной Германии. В данный момент у Мусиалы остается еще 2 года по действующему контракту с Баварией. На новом месте Джамал ожидает получить зарплату в 200 тысяч фунтов в неделю, а его трансферная стоимость может превысить 80 миллионов фунтов. Журналисты Kicker сообщили, что главный тренер Баварии Томас Тухель может не доиграть сезон на Альянс-арене. Последние недели не были удачными для чемпионов Германии. Бавария регулярно теряет очки, чем последовательно пользуется ливеркузенский Байер. После серии из 3 поражений мюнхенцы объявили, что текущий сезон станет последним, в котором Томас Тухель возглавит команду. Теперь кажется, что тренер может быть уволен еще до окончания соревнований. По информации Kicker, будущее немца зависит от вторничного матча с Лацио в 1/8 ЛЧ. Бавария постарается наверстать упущенное после поражения 0-1 в Риме. Если мюнхенцы вылетят из Лиги Чемпионов, Тухель точно не останется на своем посту. Ожидается, что владельцы клуба будут готовы к смене тренера до конца сезона. А вы можете поделиться прогнозами на матч Баварии и Лацио, и дотянет ли Тухель без увольнения до конца сезона. Руководство Интера планирует пролонгировать трудовое соглашение главного тренера Нерадзури Симоне Инзаги до 2027 года. Об этом сообщает журналист Николо Скира у себя в соцсетях. По его информации, новый контракт итальянского специалиста будет предусматривать увеличение его заработной платы. Вчера в рамках 27-го тура АПЛ встречались Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед. Уже на 8-й минуте красные дьяволы вышли вперед, благодаря шикарнейшему голу Маркуса Решфорда. На 56-й минуте горожанам удалось сравнять счет. Голом отметился Фоден. На 80-й английский полузащитник хозяев забил свой второй мяч, а на 91-й точку в матче поставил Эрлинг Холланд. 3-1. После этого матча Ман-Сити набрал 62 очка и занимает второе место, а МЮ имеет в своем активе 44 очка и располагается на 6-й строчке. Этой ночью состоялся матч 27-го тура итальянской серии А. В нем встречались Наполи и Ювентус. Клуб из Неаполя открыл счет в концовке первого тайма. На 43-й минуте хозяев вывел вперед Хвича Кварацхелия. Гости восстановили равновесие на табло на 81-й минуте. У туринцев отметился Федерико Кьеза.
Однако в самой концовке на 88-й минуте Виктор Осимхен получил возможность пробить пенальти. Форвард хозяев не забил, но на добивании преуспел Джамока Распадори. На данный момент у Ювентуса 57 очков и второе место в таблице, а у Наполи 43 очка и седьмое место. Вчера в рамках 27-го тура испанской Ла Лиги состоялся матч между Атлетиком Бильбао и каталонской Барселоной. Игра закончилась ничейным результатом 0-0. После этого матча Барселона занимает третье место, набрав 58 очков. Атлетик же располагается на пятой строчке, имея на своем счету 50 баллов.